Здравствуйте! Сегодня у нас топ мистических существ, снятых на камеру. Кстати, что вы думаете насчет нового интро в этом выпуске? Его мне сделал мой подписчик Ярослав Дирека. Мне интересно узнать ваше мнение. Приятного просмотра! Некоторые вещи могут выйти из-под контроля, и эта ситуация хороший тому пример, и она явно вызовет озноб по всему вашему телу. Некоторые скептики даже, может быть, передумают на тему существования загробной жизни. Мама начала снимать свою дочь, потому что она несколько минут стояла и смотрела в одну точку на кладбище. В описании этого видео было написано: «Я решила пойти на кладбище вместе с дочкой к могиле своей матери и к могилам других родственников». Но вдруг ребенок начал с кем-то разговаривать и кому-то махать, причем подходя к могилам. Поблизости в этот момент никого из людей, кроме мамы малышки, не было. Потом девочка даже поцеловала кого-то невидимого. Where you waving at, Leah? Bye. 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 Мама девочки начала интересоваться и спросила под своим видео, правда ли, что дети видят духов и призраков. Ребенку на видео примерно 2 года. Она смотрит никуда и сама по себе начинает разговаривать и прощаться с кем-то. Причем ее мама сказала, что ее девочка сама по себе не общительная, и до этого все время, пока они были на кладбище, она молчала. Если посмотреть, куда смотрит ребенок, то видно, что она направляет свой взгляд будто на кого-то, кто стоит прямо перед ней. Она даже указывает пальцем на невидимую сущность. Многие говорили про это видео, что ребенок в таком возрасте не будет врать или специально подыгрывать на камеру. И заставить это сделать тоже не получится. Более того, видно, что девочка еще еле говорит. Может быть, она даже еще не до конца понимает слова, а понимает в основном только жесты и интонацию голоса. Так что попросить это все проделать на камеру довольно сложно. И выглядят все эмоции ребенка достаточно правдоподобно. Шения Лоуренс не может до сих пор поверить этой записи, которую сделала камера наблюдения на ее участке, потому что на ней запечатлелось кое-что странное. Из облака черного дыма по частям начинает появляться мужчина. Это облако все время движется. Сначала появляются только ноги, а потом уже все тело. Но целиком тело мы видим всего 5 секунд. Потом фигура человека начинает растворяться и превращаться в черный дым, как и было изначально. Это мистика или сбой камеры, сказать сложно. Но если это даже не мистика, а сбой камеры, автору видео стоит серьезно посмотреть на этот случай, потому что неизвестный мужчина ходил по ее участку ночью без всякой причины. Это таинственное существо видели в лесу в США. Мужчина был на охоте, но вдруг услышал непонятный вопль. Он решил попробовать снять то, что издавало столь жуткие звуки. Позже он добавил, что никогда прежде не слышал таких звуков ни от людей, ни от животных, хотя он охотник с 20-летним стажем. Жители Иллинойса сильно удивились, и они не знают, настоящее это видео или нет. Конечно, запись видео достаточно качественная, и вроде все выглядит по-настоящему, но сомнения есть всегда. На видео вы видите существо, похожее на снежного человека. Оно высокое и полностью покрыто густой шерстью, а передвигается на 2 ногах. Многие местные жители теперь боятся ходить в этот лес на охоту, потому что они не знают, агрессивно ли это существо настроено к людям или нет. Этот парень по имени Джеральд занимается расследованием паранормальных вещей. Он пытается снять на камеру призраков и духов, и даже покупает на eBay проклятых кукол. Но ему не удавалось снять почти ничего серьезного до этого случая. Предыдущие владельцы этой куклы утверждали, что у них в доме постоянно происходили жуткие вещи с появлением этой игрушки. Мужчина решает провести несколько экспериментов, чтобы узнать, на самом ли деле этой куклой управляет злой дух, или это все были выдумки предыдущих владельцев. Scary, haunting thing going on with it. Do I believe it's actually a spirit haunting inside this doll? Probably not. I'm not quite sure what
Сначала он решает провести стандартный тест с вопросами, и для этого он использует микрофоны и диктофон. Джеральд начал задавать разные вопросы, делая между ними паузы, чтобы если вдруг ответ будет, то он был четко слышен на записи. Just come out and say hello. Do you know that you're dead? Но когда парень включил получившуюся запись, то его пробило до мурашек. I heard some squeaks. Listen. Just come out and say hello. Like it was like a weird, faint me or something. I don't know. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Okay. If you notice, I have goosebumps all over. Like, look. Like, literally, I have so much goosebumps. Но это еще не самое странное и жуткое. Джеральд утверждает, что по ночам он начал слышать, будто кукла движется. Кукла находилась по ночам в его комнате. На следующий день он делает необычный эксперимент. Чтобы проверить свои догадки насчет движений куклы, он кладет игрушку на пол и рассыпает вокруг нее порошок. По идее, если кукла начнет двигаться, то порошок легко улетит со своего места от ее движений. Он дожидается ночи, ставит камеру и направляет ее на куклу. Примерно 12:30 ночи кукла приподнимает голову и опускает ее обратно. Это четко видно на видео. Джеральд действительно записал немало странных случаев, связанных с этой куклой в течение месяца. Okay. I don't really know what's supposed to be done here. I don't know how this is supposed to react, but I really shouldn't just do this in the bathroom. Джеральд еще не решил, что будет делать с куклой. Уничтожит ее или дальше будет снимать на камеру всю мистику, что начала происходить в его доме с появлением этой игрушки. Отель Крисент является одним из самых посещаемых отелей в США. В 1937 году здание, где сейчас находится отель, купил мужчина Норман Бейкер и основал там клинику для душевнобольных. Но вот в чем дело. Этот мужчина не был врачом, и у него даже не было медицинского образования. Более того, многие считали, что он занимается изучением колдовства. Пока эта больница существовала, сотни мужчин, женщин и детей умерли в ее стенах. Сейчас в этом здании отель, и он привлекает многих исследователей паранормального и искателей приключений своей темной историей. На этом видео гости отеля решили снять на камеру, как выглядит номер. И вот что в итоге вышло. Girls Trip, most haunted hotel in America, and my nightstand on the creepy door is my eyes shut. So early bedtime looking for ghosts. Может быть, с первого раза вы ничего не заметили или подумали, что это просто какой-то предмет. Но посмотрите еще раз в замедленной съемке. Early bedtime looking for ghosts. Кажется, что кто-то пробегает около кровати так быстро, что это едва заметно. Это похоже на ребенка в белой одежде. Но что более важно, с этими посетителями не было детей. Более того, этому ребенку было некуда бежать, так как сзади того, кто снимает это видео, стена. Все чаще в интернете появляются жуткие видео из Японии, где удалось снять что-то и вправду жуткое. И это видео не исключение. Один парень, находясь в Японии, решил пойти ночью на заброшку. На первый взгляд, это обычное, ничем не примечательное видео. Но так кажется только сначала. Парень снимает наружный фасад здания в начале. Но если замедлить видео в этот момент, то вы увидите что-то, что напоминает светящиеся красные глаза, которые смотрят из подвала прямо на парня. При приближении кадра становится понятно, что это точно глаза. Плюс ко всему, они очень большие и будто прищуренные.
А если в этот момент кадр еще и осветлить, то точно вырисовывается голова и лицо этого существа. Контур головы немного кривой, а сама голова очень большая. Теперь понятно, что фигура с интересом разглядывает того, кто пришел в столь жуткое место ночью. К счастью, парень передумал заходить внутрь заброшки. Как он написал, у него возникло странное предчувствие на этот счет. В итоге он развернулся и ушел оттуда. А уже дома он обнаружил эти глаза на записи. В итоге он был очень напуган увиденным. На сегодня вот и все. Всем удачи и пока.